Здравствуйте, мои подписчики, давно не виделись. Был занят ремонтом. Сегодня поговорим и сделаем обзор на мою макулатуру, так как мой канал Анал связан с гиковскими игрушками и прочей маргинальной деятельностью в интернете. Первое, что я хочу вам показать, это мои журналы по игромании. Ставь Лукас, если ты допотопный житель пещеры и все еще помнишь про эти журналы. Скажу так, в моей молодости было очень сложно достать такие журналы, поэтому я их насобирал аж 4 штуки. Проебав все наклейки, постеры и диски, где были записаны обзоры на игры, новости и прочие приколдесы. Последний раз, узнавав про эти журналы, я думал, их не выпускают больше. Но нет. На том же Авито можно найти кучу объявлений. Даже находил этого года. Так что раритетность в общем плане они не имеют. Да и сохранились погано. Но они у меня остались в сердечке. Напоминая о детстве с пиратскими дисками игр, антологий и прочее. Йо-хо-хо, дайте мне бутылку рома. В далеком прошлом моих молодых годов в моем городе существовал на тот момент топовый магазин для дебилов, как я, 1С Интерес. Я очень благодарен этому магазину, так как он переучил меня к лицензиям игр в Steam. Да и я потратил дохуище денег там. Одна из серий приобретений были комиксы по Souls вселенной, а именно комиксы Bloodborne и Dark Souls. Вот они сохранились офигенно, благодаря твердому переплету. По Бладику у меня есть Конец сна, Жажда исцеления, Воронья песнь. Как мне подсказывает интернет, есть еще Завеса, разорванная в клочья. Думаю докупить ради закрытия коллекции. Если интересно, смогу выпустить ролик-обзор на все 4 комикса. Также дополню, что есть версия сборника всех 4 комиксов, что может быть намного лучшим вариантом для приобретения. Но так как у меня уже есть 3 отдельных комикса, не вижу смысла мне покупать сборник. А еще дополню, что существует 2 комикса. Это «Мрачные владения» и «Повелительница фонарей». Но на русском языке их никто не издавал, так что с ними я ознакомлюсь еще не скоро. Dark Souls. Насобирал аж 4 штуки. Ища информацию в интернете, я не смог нормально собрать инфу о них. Поэтому, кто шарит, попрошу вас накидать список, каких комиксов мне не хватает. Желательно изданием на русском языке. Комиксы по Ведьмаку хоть и имеют мягкий переплет, но сохранились хорошо. В данной коллекции насобирал 4 штуки, для полной коллекции не хватает еще 7 комиксов, которые продолжают издаваться компанией Темная Лошадка по сей день. Вообще, это знакомство было спонтанное. Помню, как купил Дом витражей, потому что обложка комикса мне очень понравилась. А потом познакомился с третьим Ведьмаком. Я мог бы с головой окунуться в мир Ведьмака, пройти первую, вторую часть, прочитать все книги, но я не гомосексуалист, так что просто позер. Выебываешься. Разумеется. Комиксы по Mass Effect я вообще не помню, чтобы были у меня. Но вспоминая, как купил их за 255 рублей. Все 8 штук. Скажу честно, я даже сюжет оттуда нихуя не помню. А перечитывать желания нет. Но точно скажу, что в моей жизни сначала были комиксы, а потом Legacy версия Mass Effect. Из 3 игр мне больше понравилась 2 часть, хоть геймплейно приятнее 3. Но из-за качества сценария 3 я тупо скипнул. А еще в Legacy версии корректно не работают ачивки. Охуенное переиздание от Electronic Arts. Нормально говна завернули за щеку. Артбук по «Смотри, собака срет». Она мне досталась с коллекционки. Вообще игра прикольная, геймплей приятный, паркур с перестрелками и хаком электроприборов. И атмосфера техно-нуара. Из минусов игры назову плохое управление автомобилей и отвратительный перевод русской версии. Лучше скачайте мод на исправление субтитров и накатайте английскую озвучку. По артбуку скажу, приятное дополнение коллекционки. Книжка по манге Overlord. И да, это реально книга, тут нету сисястых аниме-девочек. Тут думать надо, а не шишкой дымить. Мой юный друг, завязывай ты с аниме-порно. Вообще купил по ошибке, думал, что покупаю мангу, и честно так и не дочитал полностью. Не знаю, дочитаю ли вообще, но постараюсь на досуге. А следить за тем, что у меня по жизни происходит, за моими обновками и голосованием на обзор, ты можешь в моем ТГК. Подпишись, сука! Метро. Моя любовь, как и Fallout. Вы не смотрите, что она запечатана, и показываю вам 2 часть серии. История с ней такая, у меня была 2 часть серии книг, еще со старой твердой обложкой, в подростковых временах. Книгу в тот момент моей жизни я осилил максимум до 10 страницы. Тут 2 фактора. 2034 это говно, и меня больше интересовала вселенная игры, нежели книжная. И только попав в армию, где не посидишь с телефончиком, я заказал посылкой через мать остальные 33 и 35 книги Метро. Прочитал все 3 за неделю-полторы. Настолько
углубился в эти произведения. И когда уезжал с армии домой, ебаный сержант Подзалупкович просто вытащил мою сумку с книгами, где была полная коллекция. И на данный момент я собираю ее по новой. И спасибо девушке, что подарила мне повод начать все сначала. А если коротко затронуть именно сюжет 34-й, то видно, что Глуховский то ли не хотел писать, то ли не знал, как продолжить его. Ведь по моей шизе теории, он хотел связать игры и книги сюжетно, но у него получилась куча говна. Сейчас говорю по своим воспоминаниям о книге. Но вроде там были моменты, где отсылались на сюжет Last Light. Скажем так, 34 это продолжение сюжета Last Light, но от лица других новых персонажей. Могу быть не точен, нужно перечитать книгу. Манчкин. Настолка Грааль для всех душных девственников. Комикс смешной, а в комплекте лежали карточки для игры. Купил по цене 2 сосисок в тесте, считаю покупка неоправданной. Комикс по очень странным делам. Бумага туалетная закончится, вспомню про нее. Карнаж, семейный распри. Так-то комикс неплохой, но рисовка говно ебаная. Во-первых, хуй поймешь, что происходит в кадре. Во-вторых, комикс темный и не видно ничего. То ли это проблема печати, то ли краска такая, то ли художник просто уебан. Чтобы вы понимали, я разобрал темные кадры комикса под LED лампой впритык. Человек-паук Нуар. Приятная глянцевая обложка, хорошая рисовка, интересный сюжет. Советую прочитать. А вот глаза без лица мне не понравилось. Атмосфера и сюжет данной арки отошли от мафиозной нуарной истории к проблемам расизма. Есть еще продолжение данных комиксов, но по рассказам тех, кто читал, лучше скипнуть. Железный Человек-Нуар. Мне не понравилось, да и сказать про него нечего. Веном против Карнаж. История о рождении симбиота Токсин. Арт такой грязный, наркоманский, но гипнотический. Хочется прям рассматривать все мелкие детали. Рекомендовать могу, но от истории не ждите ничего величественного. Мне она показалась средней, но местами плюсов больше, чем минусов. Лунная девочка и Дина Дьявол. Я должен что-то об этом говорить? Что если Алый Паук убил Человека-паука? Вот тут интересно сказать, что сюжет комикса мне понравился. Советую всем. Хоть рисовка на манер старых комиксов. Его мне подарила девушка в Читай-городе, когда мы были в отпуске в Кургане. Лунный рыцарь ночь и мертвые восстанут. За комиксами сложно следить, особенно когда их много. Сюжет может отходить от основных арок и делиться отдельными историями. Или же уходить в арки других персонажей. Как, например, данные комиксы это отдельные авторские сборники. Полистав интернет, я понял, что по хронологии идет Лунный рыцарь из мертвых, Лунный рыцарь и мертвые восстанут, Лунный рыцарь ночь. Но взаимосвязи или хронологии в самих комиксах я не увидел. Может, это проблема в том, что я читал не хронологически, да и первой арки у меня нет. Но это не отменяет факт, что данные истории мне понравились. Постараюсь добыть из мертвых, а так советую ознакомиться. Вопрос. Как часто вы читаете малоизвестных авторов комиксов? Я очень редко, но вот вам пример. Комиксы Куба под авторством Никиты Терсенева. Помню, в 2014 году в аниме-магазине своего города случайно наткнулся на это произведение. Комиксов у меня 3, хотя выпускали их больше. Потом со временем я узнал, что автор живет от меня в часе езды. Я написал ему свое мнение о его произведении. Мы заобщались и вскоре он приехал в мой город. Немного погуляли и я взял у него автограф. Если говорить о комиксе, то рисовка проблемная черта. Но с последующими частями она улучшалась, а сюжет скомканный и короткий, видимо из-за маленького формата. На данный момент информации в интернете очень мало о данной серии. Очень жаль, ведь шансы у серии на известность были. Но сейчас данные комиксы у меня это раритет истории. Аниме-виабушник внутри меня хочет пофлексить перед вами третьим сборником манги Берсекс от русского издателя Эксмо и 2 оригиналами. Достались они мне подарком, сохранились они почти в идеальном состоянии. Один минус. Мой кот увидел Гриффита и обоссал его, задев остальные части манг. Я не шучу, я реально потом с химией пытался оттереть их. К счастью, сами страницы не пострадали, но пожелтели бока листов. Разница регионов есть. В русской используется хорошая приятная бумага, а у японок будто сделана из газеты. Но даже этот факт не мешает наслаждаться прорисовкой и безумными артами Кентаро Миуры. А что такое фимоз? Нет, покажешь? Бездомный бог. 9 томов. Да, есть у меня грешок. И в корзине покупок лежат остальные части, созданные в бездне. Купил ее по приколу в фикс прайсе. Думал, что говно, а оказалось нормально. Печать и материалы достаточно неплохо сделаны. Жаль, что при чтении хочется сделать лоботомию. И на этом все. Насобирал достаточно много гиковского шлака. Спасибо, что смотрели. Телеграм-канал, ссылка на Бусти и резерв ВК в описании и в комментах к видео. И помните, Я футбольный мячик.